Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты сами находятся на главной странице канала, там, где вы видите главное видео. Далее плейлисты, сообщество, канале. Вот вы проваливаетесь в плейлисты, открывается большое количество папочек, выбираете нужную вам папочку, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вас уже очень много. Спасибо вам большое за теплые слова, за хорошие отзывы. Я к вам сегодня с новым узорчиком для шальки. Спасибо подписчице Татьяне, прислала схему. Мы сегодня с вами ее разберем. Схемку, получается, я прилагаю. Схемка ходит по интернету, она ходит в разных версиях. Я сегодня хотела вам приложить, так скажем, в цветной версии, потому что, ну, наверное, так будет удобнее многим, особенно новичкам, следить за процессом, за самим узорчиком. Итак, смотрим на схемку, повторяем, да, ниточки, какие я буду сегодня использовать. Это Alizen Gora Gold, ниточки для вас не новые, новички, кто еще не видел таких ниточек, смотрите. Здесь получается метраж в 100 граммах 550 метров по составу. Вот здесь состав. 80% акрил, 20% шерсть. И нам говорит производитель, берите крючок от двоечки до четверочки. Я беру троечку, потому что я вязала данные ниточки, да, троечкой, мне в принципе устраивает. Вы можете брать двоечку, 2,5, 3, 3,5, 4. Хотите поплотнее вязание, берите крючок потоньше. Хотите вязание более воздушное, рыхлое, крючок потолще. И опять же ориентируйтесь на свою плотность вязания. Угу. Сразу же скажу цвет, чтобы не забыть. Мы таким цветом еще не вязали, называется 312. Ниточка очень хорошая, ниточка не сильно пушистая, да, новички, смотрите, но видите вот эти вот волоски от шерсти? Дело в том, что как бы в самом начале, когда вы будете только вязать, вы можете цепляться за эти ниточки, но в последующем с опытом вы можете спокойно вязать, то есть не тушеваться. Ну что, свяжем? Итак, делаем вначале, как всегда, петельку фиксации. Мы при наборе петелек ее считать не будем, мы начинаем с нее вязание. Делаем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее воздушная петелька, это получается уже 8-я. Так? Теперь возвращаемся к самому первой петельке, вот к самой-самой первой. Видите, вот она. Делаем, получается, 2 накида, вернулись к самой первой петельке и провязываем столбик с 2 накидами. Вытягиваем ниточку и возвращаемся обратно, да, по 2 петельки. Итак, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это получается столбик с 2 накидами. Далее воздушная петелька. Опять сделали 2 накида. Сюда же ныряем в эту же петельку и делаем опять столбик с 2 накидами. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Воздушная петелька. Опять делаем столбик с 2 накидами. Сюда же ныряем. Это уже третий у нас столбик получается. 2, 2, 2. Воздушная петелька. И еще раз ныряем сюда же. Делаем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. То есть у нас как бы без первого вот этого столбика, без наших петелек воздушных, да, видите, вот такой вот должен получиться веерочек. Далее заканчиваем, получается, наш ряд, делаем воздушную петельку и здесь делаем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, ныряем сюда в эту же петельку и провязываем по 2 петельки также. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Все, вот получается наш как бы треугольничек, да, начинается. То есть шалька у нас будет расти вот таким вот образом. Здесь будут у нас ручки, здесь будет шейка, здесь будет поясничка, там, ну, если в зависимости от длины, может, там и коленочки, да, вот. То есть вот так вот будет шалька расти. Идем дальше. Делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же, в этот же столбик, ныряем и делаем столбик без накида. Далее делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь смотрите, вот наши, получается, 4 столбика веерочка, да? 1, 2, 3, 4. Вот между вторым и третьим, вот там, где у нас арочка с воздушной петельки,
Делаем вот так вот накид, ныряем, вытягиваем ниточку раз и подтягиваем вот так. Накид и еще раз ныряем и вот так вот подтягиваем ниточку 2. Теперь мы все вместе провязали полностью и зафиксировали. У нас вот такой вот как бы пышный столбик. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переходим в самый-самый, получается, последний столбик. Да, вот имитация столбика была у нас. Это воздушные петельки. Вот, беремся за самую последнюю воздушную петельку и провязываем столбик без накида. Все, вот наш получается второй ряд готов. То есть, если посмотрите по схемке, это получается веерочек, а вот здесь как бы получается такая вот большая арочка, пышный столбик и заканчивается арочка. Угу. Далее делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворот. И одну воздушную петельку по узорчику. То есть получается 7 воздушных петелек. И далее, смотрите, получается делаем 2 накида. И вот в основании этого столбика, который был столбик без накида, мы провязываем веерочек из 4 столбиков с 2 накидами. И между столбиками будет по воздушной петельке. Итак, вытягиваем ниточку, провязываем первый столбик. Первый столбик с 2 накидами. Есть воздушная петелька. Сюда же второй столбик с 2 накидами. Есть воздушная петелька. Сюда же третий столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. И четвертый столбик с 2 накидами. Все. Вот наш получается очередной веерочек. Далее что мы делаем? Мы делаем воздушную петельку и присоединяемся к верхушке вот этого нашего пышного столбика. Вот, беремся прям за самую верхушку и провязываем столбик без накида. Есть столбик без накида, воздушная петелька, и делаем опять 2 накида. И вот, видите, наш самый крайний столбик без накида, мы теперь в него будем провязывать такой же веерочек из 4 столбиков с 2 накидами. Итак, ныряем в столбик без накида и провязываем первый столбик с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, второй столбик с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, третий столбик с 2 накидами, воздушная петелька и четвертый столбик с 2 накидами. Видите, получается в раз веерочек, 2 веерочек. И нам необходимо сейчас будет закрыть наш полностью ряд. Для этого мы делаем воздушную петельку и 3 накида. 1, 2, 3. Сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем столбик с 3 накидами. Так мы заканчиваем наш ряд. Итак, мы, смотрите, будем заканчивать каждый ряд. Это у нас будет столбик с 3 накидами. А начинать, получается, мы будем 6 воздушными петельками. Ну, естественно, одна петелька у нас будет по узорчику воздушная. Итого получается 7 воздушных петелек. 6 плюс 1, а здесь столбик с 3 накидами. Понятно? И вот так вот начинает у нас расти наша шалька. Дальше идем. То есть у нас получается, смотрите, будет повторяться первый, второй ряд, первый, второй, первый, второй. Понятно? То есть сейчас мы будем с вами делать вот такую вот арочку, и посередине арочки такой пышный столбик. Итак, воздушная петелька, поворот. Сюда же мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вспоминаем, да, что вот у нас 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Между вторым и третьим делаем накид, ныряем, вытягиваем ниточку 1. Накид, ныряем, вытягиваем ниточку 2. Провязываем наш вот такой вот пышный столбик полностью и обязательно фиксируем. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся, смотрите, после веерочков, да, после веерочков у нас с вами был столбик без накида. Вот он. И мы как раз в этот столбик без накида ныряем и провязываем столбик еще один без накида. Есть. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять смотрим на наш веерочек. 1, 2, 3, 4 столбика. Между вторым и третьим ныряем, накид, нырнули, вытянули ниточку 1, накид, нырнули, вытянули ниточку 2. Все вместе провязали и зафиксировали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И
Вот получается, у нас 4 столбика закончились, воздушная петелька и последний получается наш столбик. Ну, как бы петельки подъема, имитация столбика, да? И мы, получается, в самую верхнюю петельку провязываем столбик без накида. Вот. Видите? Вот наша красота начинает расти. Дальше вспоминайте, раз у нас чередуются два ряда, да, то на следующий ряд, получается, у вас будет уже 3 веерочка. Раз, два, три. То есть для начала мы делаем 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поворот. И тут получается по узорчику опять одна воздушная петелька. Есть. Теперь вот основание столбика без накида мы делаем 4 столбика с двумя накидами. Раз столбик с двумя накидами и воздушная петелька. 2 столбик с двумя накидами и воздушная петелька. 3 сюда же столбик с двумя накидами и воздушная петелька. И 4 столбик с двумя накидами. Понятно? Вот. Еще очередной наш веерочек. Так вот, если посмотреть, видите? Вот. Вот наш веерочек. Здесь еще один будет. И здесь еще один будет. Итак, после 4 столбиков с двумя накидами делаем воздушную петельку. И присоединяемся к верхушке нашего вот этого пышного столбика. И провязываем столбик без накида. Несложно, да? Опять воздушная петелька. И опять вот ныряем в столбик без накида. Делаем 4 столбика с двумя накидами. Раз. Воздушная петелька. Сюда же 2. Воздушная петелька. Сюда же 3. Воздушная петелька. И сюда же 4. Есть. Второй веерочек готов. Угу. Далее воздушная петелька. Переключаемся опять на наш вот этот пышный столбик и провязываем за верхушку столбик без накида. Опять воздушная петелька. И вот в последний наш столбик без накида провязываем третий веерочек, состоящий из 4 столбиков с двумя накидами. Не забываем, что между столбиками находится воздушная петелька. Так, второй столбик. Воздушная петелька. Третий столбик. Воздушная петелька. Четвертый столбик. Воздушная петелька. И заканчиваем, помните, да? Столбик с 3 накидами. Вот. Выравниваем как бы наш краешек. Раз. Сейчас, секундочку. С 3 накидами. 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. Угу. Вот, видите? Наша красота растет. Все. Дальше опять делаем столбик без накида. 5 воздушных петелек. И между вторым и третьим столбиком провязываем вот такой вот пышный столбик. Смотрите, по узорчику, да, тут как бы показывается, что сделано из 2 столбиков, из 2 накидов. Но вы можете делать и больше. И 3, и 4, и 5. Шишечка будет пышнее, да, будет, как бы, мне кажется, более эффектнее смотреться. Но тут, смотрите, на любителя. Вот. Потом, когда после шишечки сделали 5 воздушных петелек и присоединились к верхушечке столбиком без накида. 5 воздушных петелек, шишечка. 5 воздушных петелек, столбик без накида. 5 воздушных петелек, шишечка. 5 воздушных петелек, столбик без накида. И опять начинаете. 6 воздушных петелек, 1 воздушная, да, по узорчику. И опять делаете веерочек. Вот здесь будет веерочек, вот здесь будет веерочек и здесь веерочек. То есть в каждом ряду, получается, у вас идут прибавление по одному веерочку. 1, 2, 3, потом будет 4, 5, 6 и так далее, и так далее, и так далее. Вот, давайте увеличим наш образец, так, и смотрим внимательно на схемку. То есть вы так можете вязать либо полностью всю шальку, либо вы можете вязать так до 19 ряда. В 19 ряду посмотрите на схемку. Там в центре не провязывается вот эта вот шишечка. Видите? И далее получается, как бы идет дополнительный узорчик. За счет отсутствия шишечки будут как бы такие вот арочки пустые. То есть кому удобно, делайте. Кому неудобно, да, то есть такие большие дырки, конечно, не делайте. Хорошо? Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Думаю, получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у нас получается красота, да, если показать ее вот так вот в растянутом виде. Я провязала 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15 рядочков, веерочков, да, потом будет 17 и с 19 по схемке нам предлагают здесь в центре, получается, да, начиная от центра, вот в этой вот арочке не делать вот этот вот пышный столбик. Ну и получается дальше, в этой арочке, потом будут следующие 2 арочки, потом будет 3 арочки и так далее. То есть как бы будут такие дырочки. Ну, смотрите, на любителя, как бы я не буду так вязать, да, вы можете, конечно, попробовать. То есть убирать вот из арочки вот эти вот пышные столбики. Но она будет более дырчатая. Ну, как бы на любителя, да. И я вот здесь предлагаю вам еще одну схемку. Здесь очень хорошо видно схемка обвязки. Надеюсь, если я ее правильно поняла, да, вот я начала делать обвязочку. Смотрите. Если вам она нравится, вы можете сделать такую же. Если она вам не нравится, вы можете сделать любую совсем другую. То есть не принципиально. Здесь вас никто не будет ругать, да. Смотрите, как я себе представила, как это провязывается это по схемке. То есть мы с вами шагаем, вот, получается, наши веерочки, да, вот, получается, по самой крайней, получается, крайнему столбику, видите, вот, мы, получается, цепляемся вот за эти вот арочки. И я решила, что не просто за арочки цепляться, а именно в петельку, чтобы наши вот эти пышные столбики не разбежались. И вот смотрите, как я поняла, что мы берем из середины арочки, делаем, получается, вначале столбик без накида и делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Далее накид. Мы опять сюда же возвращаемся, где был столбик без накида. Ныряем, вытягиваем ниточку раз, так, как бы, ну, до уровня, наверное, 5 петелек. И второй раз. Но не провязываем, делаем накид, и мы переключаемся в следующую арочку. Не в саму арочку ныряем, а вот именно в петельку. Видите, вот так вот раз. Потому что я считаю, что так пышные столбики разбегутся вообще, если их будут не в петельке. Подтянули опять раз, накид. Сюда же нырнули, подтянули 2. И вот теперь все вместе, смотрите, провязали. Все прям до конца. И зафиксировали. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся сюда, где мы вот это вот все вот фиксировали, да, вот наш, получается, 2 петельки. 1 петелька, 2 петелька. Захватили ниточку. И эту же ниточку протянули через петельку на крючке. Вот, получается вот такой вот пико. Далее опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся к нашему вот этому пышному столбику. Да, тоже также ныряем в петельку. Вот, и делаем столбик без накида. И далее повторяем все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Делаем пышный столбик. Сюда же нырнули, вытянули ниточку 1. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку 2. И переключаемся в следующую арочку. Именно вот в петельку. Оп. Получается, подтянули свою. Сейчас свою. Нам чужого не надо. Свою ниточку. 1. Накид. Сюда же ныряем 2. Все вместе теперь провязали. Все петельки. Зафиксировали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же, получается, опять ныряем, возвращаемся вот к нашей петельке. Так, захватываем ниточку и ее же провязываем через петельку на крючке. Получилось пико. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся к нашему пышному столбику следующей вот этой арочки. Столбик без накида. Я надеюсь, я правильно поняла схемку. Я понимаю, что это все нужно провязать за один раз, так скажем, да, то есть не 2 рядами. То есть возможно пойти как? Пышные столбики, а потом сверху пройтись воздушными петельками с пико. Ну, такая вот получится красота. Вот, смотрите, как это будет выглядеть. Вот наша поясничка, да, там, возможно, у кого-то коленочки, да, у кого какой длины будет, возможно, просто платочек. Вот это будет обвязочка. Нравится? Повторяйте. Не нравится? Другую делайте. Вот такая вот красота. Вот. Я считаю, что данную шальку, в принципе, наверное, можно при желании связать аж за 2 вечера. Мне кажется, настолько более простой, настолько более легкой и как бы без затейливой такой шальки еще у нас не было на канале, да? Не забывайте, заглядывайте в плейлист. Получается, у меня на канале шали. Выбирайте любую, вяжите. Скоро у нас, получается, праздники, да? Будем дарить подарки. Вот такая вот шалька получается. Вы меня спросите: Оля, сколько необходимо пряжи на данную шаль? Возникает вопрос: а какая у вас пряжа? А какой у вас крючок? А какой размер шали вы хотите? Понимаете? Нюансов очень много, поэтому для начала обязательно свяжите образец, пусть даже без обвязочки, да?
Обязательно свяжите образец, посчитайте, сколько у вас площадь вашего образца, и посчитайте, сколько на эту площадь потратили вы пряжи. И пропорционально переведите на ту площадь, которую вы хотите. Да, сколько у вас будет, может, вот метр 20 на метр 20 будет, да, а может, кто-то будет там 70 на 70. То есть у всех будут разные ниточки, разные размеры. Обязательно считайте, потому что и плотность даже вязания разная. То есть я связала вот такой образец, у вас будет совсем другой образец. Вот. Обязательно, как рассчитать, я выложу в описании к видео, да, то есть открывайте описание видео, там есть непосредственно инструкция, как можно приблизительно посчитать. Точных цифр никто, конечно, не скажет, приблизительно. Но сами видите, да, ажурная такая воздушная шалька, то есть никаких как бы замудренностей, и вполне, в принципе, возможно, что и пряжи понадобится намного-намного меньше. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, узнать, когда новинки появятся на канале. Под видео справа внизу находится стрелочка. Поделиться с друзьями, с подружками. Делитесь. Заранее спасибо большое. Делитесь в разных соцсетях, да. И у вас находится в самом низу, да, под видео плюсик. То есть это называется, вы можете сохранять у себя, формировать свои плейлисты. То есть у вас могут быть плейлисты шали, возможно, это будут узоры Оли, да, там и так далее, для пледа, для палантина и тому подобное. Сохраняйте и посмотрите потом в свободное, ну, вам время. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.